После смерти матери маленькая Эмили, дочь богатого бизнесмена Джеймса Ривера, перестала говорить. В огромном доме в Сиэтле царила мертвая тишина. Врачи уверяли, что с ней все в порядке, но Джеймс чувствовал, где-то глубоко внутри девочка потеряла нечто большее, чем голос. Она часами сидела у окна, держа в руках старую игрушку матери, и смотрела в пустоту. Джеймс тратил деньги на лучших специалистов, нанимал психологов, но все было напрасно. Дом становился все холоднее. Мужчина бежал от этой тишины, задерживался на работе, включал телевизор, лишь бы не слышать собственное бессилие. Однажды, возвращаясь домой под дождем, он заметил под мостом старика. Тот сидел на мокрой скамейке, укрывшись газетой. Джеймс остановился, дал ему еду и деньги. Старик посмотрел прямо в глаза и тихо сказал: «Иногда не лекарство, а разговор лечит душу». Эти слова застряли в сознании Джеймса. На следующий день он привез Эмили к тому мосту. Старик, его звали Сэмюэл, не задавал вопросов, просто начал рассказывать истории. Он говорил о птицах, что поют под дождем, и о детях, которые находят добро в самых простых вещах. Эмили слушала, не произнося ни слова, но глаза ее оживали. Дни шли, и Сэмюэл стал частью их жизни. Девочка начала улыбаться, приносить старому рассказчику яблоки и слушать, как он лепит фигурки из глины. Однажды утром она подошла к нему и протянула полевой цветок. Сэмюэл сказал: «Иногда молчание говорит больше слов. Но если однажды решишь заговорить, пусть это будет из сердца». Тогда Эмили прошептала: «Спасибо». Через несколько дней Сэмюэл исчез. На лавке осталась записка: «Береги ее и слушай не ушами, а душой». Джеймс понял, что все это время пытался исцелить дочь деньгами, а ей нужно было просто быть услышанной. Годы спустя Эмили стала детским психологом. На ее столе стояла фотография старого моста в Сиэтле. Иногда она тихо говорила в пустоту: «Спасибо тебе, Сэмюэл. Я слышу». История, начавшаяся с тишины, закончилась пониманием. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.